На открытой африканской саванне, под лазным небом, где воздух пахнет пылью и травой, звучит редкое эхо далеких криков птиц и шорох трав. Утро только начиналось, и еще казалось, что мир целиком ветром дышит размеренно и спокойно. Но минутой позже эта идиллия рухнула. На краю неглубокого источника воды, где свет блестел на поверхности, маленький львенок оказался в ловушке судьбы. Он, еще не зрелый охотник, еще не привыкший к сложной борьбе за жизнь, оказался на краю пропасти между твердой почвой и вязкой, темной илом. Твердая земля казалась надежной опорой, и львенок прыгал на нее передними лапами, пытаясь выбраться. Однако земля оказалась менее прочной, чем казалось. Под тяжестью его тела грунт просел, и задняя часть туловища стала тонуть в густой грязи. Пульс драконьего темпа бил в висках. Малыш судорожно пытался изменить положение тела, чтобы освободиться, но каждое движение только подтягивало его глубже в липкую массу. Автомобиль, мирно катившийся вдоль линии водоема, вдруг запищал, когда водитель заметил крошечный силуэт, застрявший в глине. Он не спешил спасти за счет скорости. Задача в таких местах — не нарушить естественную череду вещей, а помочь без лишнего вмешательства. Водитель, управляя машиной, нажал на тормоза и вышел из салона, чтобы оценить обстановку. Глоток они сделали на мгновение, и их глаза встретились с бедой львенка. То, что казалось прочной поверхностью, оказалось илом и тяжелой липкой глиной. Львенок из него вырваться не мог. Передние лапы цеплялись за сухую землю, но задняя часть тела тонула все глубже. Он тянулся к воздуху, изо всех сил издавая негромкие прерывистые жалобные звуки, которые в зависимости от расстояния и ветра могли показаться слабым шепотом природы, а могли и разбудить материнское чувство в любом сочувствующем сердце. Автомобиль оставался на месте, а водитель, изучив сцену, понял, что помощь здесь нужна как можно скорее, но без лишнего шума и страха. Вдруг над сценой возник силуэт. Не человек, а великое существо, приближающееся по шагам и шагам, как будто сама земля шевелилась под его тяжестью. Это была слониха, одинокая, величественная, с мягким взглядом, который, казалось, видел больше, чем видят чужие глаза. Она пришла с другой стороны водоема, где воздух был чище, и трава редела, словно честный клык времени. Появление слонихи стало для львенка необычным явлением в этот момент отчаянной борьбы. Взгляд, которым она обвела происходящее, казался не просто любопытством, а неким пониманием. Она заметила необычное движение у кромки, уходящей в грязь. Гиены, чьи глаза блестели хитростью и голодом, заметили игру света на воде и ощутили запах уязвимости мелкого животного. Их хищный интерес подогревался запахом, который доносился до них, слабый, несомненный призыв к добыче. Они начали приближаться, 2-3 фигуры скользнули ближе к краю, и их лохматые тела двигались как тени в полумраке. Их шаги звучали как шаги бездны, легкие, но уверенные, и их взгляды, суженные зрачки, говорили об умелой способности находить слабые места. Слониха, возбудившаяся материнским импульсом, начала двигаться. Ее шаги были размеренными, но сила ее тела была непропорциональна ее размеру. Она двигалась с такой уверенностью, что даже гиены, привыкшие к охоте, отступили немного в страхе перед тем, как предстала та, у кого кругом враги, но у кого есть сила, чтобы подчинить ее. Она не торопилась, но каждый ее шаг был точен и внимателен. Вероятно, материнский инстинкт
Нечто, что не учат, а что рождается из глубин самых древних правил природы, подталкивал ее к действию. Слониха шла вперед точно к тому месту, где львенок боролся за дыхание и за свое будущее. Она подняла свою ношу, словно укрывая его от всех опасностей. И вместе они отступили от края воды, пока гиены, поняв, что добыча не настолько проста, как казалось, не продолжали приближаться. Когда опасность миновала, слониха подошла к грязи и осторожно, но уверенно использовала свой длинный, гибкий хобот, чтобы помочь львенку освободиться. Она не доставала его сразу на землю. Сначала освободила передние лапы и освободила хвост, чтобы он мог, наконец, повернуть свое телосложение. Затем она подняла львенка и перенесла на сухую твердую землю, где воздух стал чище и яснее. Львенок был слаб, дыхание было прерывистым, а глаза были полузакрытыми от усталости. Но теперь на твердой земле он ощутил, как копна пыли оседает на его шерсти, и солнечный свет согревал его спину. Слониха не завершила свое участие после этого. Она не исчезла немедленно, не убежала в дальнюю сторону саванны. Оставив львенка на сухой земле, она шагнула назад и остановилась, словно оценивая ситуацию еще раз. Ее взгляд мелькал между львенком и тем, что происходит вокруг. Она посмотрела на кромку воды и снова на львенка, затем на горизонт, где бушевали действия природы. Она остановилась и посмотрела назад, как будто искала знак разрешения на то, что дальше делать. Едва ли она ожидала, что вскоре ее поступок не останется незамеченным человеком, который следит за саванной. Вскоре, во время очередного патруля, постоянного маршрута по степям и холмам саванны, появился патрульный автомобиль. Это были люди в форме и с чертами ответственности на лицах, водитель и двое сотрудников. Их задача обеспечить безопасность, поддерживать порядок и наблюдать за жизнью дикой природы, но на этом маршруте у них была задача особенная – заметить, что делает необычное существо и как оно влияет на окружающих. Патруль заметил слониху и львенка на краю. И что-то в поведении слонихи казалось им необычным. Она остановилась, словно привлекла к себе внимание, сменяла направление и двигалась к какому-то месту, которое по ее движению подходило для примера и для спасения. Это было не просто любопытство. Патруль понял, что слониха пытается направить их к месту, где может быть вред и опасность, и что именно она хочет привести львенка в более спокойную и безопасную обстановку. Команда патруля быстро оценила ситуацию. Львенок выглядел слабым, дыхание было тяжелым, а лапа правой передней лапы казалась травмированной. Но самое главное, они заметили, что слониха не просто сопровождает львенка, она действительно ведет людей к безопасной зоне, к месту, где можно оказать помощь и обеспечить необходимую медицинскую помощь. Патруль принял решение следовать за слонихой, чтобы не упустить момент и не нарушить баланс жизни на саванне. Пока патруль следовал за ней, они увидели, как она направляет взгляд, когда львенок пытается ощупать землю под лапами и почувствовать устойчивость под собой. В этом жесте они прочитали не просто тревогу, они увидели материнскую заботу, и это придало им силы действовать быстрее и точнее. Команда патруля быстро приняла решение действовать на месте. Они доставили львенка на месте, оказали первую помощь, дали ему питательную добавку, очистили шерсть от грязи и проверили жизненные показатели. Именно в этот момент, когда они начали оказывать помощь, стало ясно, что львенок нуждается не просто в коротком уходе и поддержке, но и в полном медицинском обследовании. Поскольку опасность была временно устранена и симптоматика указывала на возможные травмы и обезвоживание, команда решила немедленно перевести львенка в ближайшую ветеринарную клинику.
В дороге они держали его в безопасном положении, поддерживали дыхание и стабилизировали его состояние, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Слониха, не исчезнувшая, затем на мгновение остановилась, оглянулась на него и на свою роль в этой истории, затем повернула и ушла к дальнему краю саванны. Она сделала свое дело и выполнила свой долг, и ее роль на этом этапе считалась завершенной. По прибытии в ветеринарную клинику львенка немедленно взяли на обследование. Ветеринарная команда тщательно проверила дыхание, частоту пульса и общее состояние. Все это делалось, чтобы понять, насколько слаб львенок и как быстро он может восстановиться. Грязь и мусор были бережно удалены с его шерсти, а затем началась поддерживающая терапия, направленная на снижение стресса и обезвоживание. Лечение было направлено на стабилизацию состояния и подготовку к более длительной реабилитации, потому что путь к возвращению в дикую природу был долгим и требовал времени. Во время обследования команда обнаружила незначительную травму правой передней лапы, вероятно, возникшую во время борьбы в вязкой грязи. Рана была очищена и аккуратно перевязана. Львенок помещали под наблюдение в специальной комнате, где он мог отдыхать и набирать силы, окруженный заботой и вниманием специалистов. Его разум и тело постепенно восстанавливали силы, а его снабжение кислородом и жидкостями помогало поддержать жизнедеятельность организма. На следующий день львенка перевели в просторный загон, более независимое и спокойное место, где ему можно было позволить двигаться свободнее, исследовать, играть и общаться с другими животными под контролем ветеринаров. Он оставался под наблюдением на протяжении нескольких дней, чтобы убедиться, что никакие скрытые проблемы не проявятся, и чтобы дать время на окончательное восстановление. Загон стал своего рода временным домом. Там он учился двигаться снова, делать первые попытки вставать на лапы и возвращаться к своей обычной активности – бегу, гонкам, играм с другими львятами, которыми еще только учились. Через 3 дня состояние львенка заметно улучшилось. Рана на лапе полностью зажила, и он снова стал активным и энергичным. Бегал, прыгал и играл так, как должен был делать здоровый молодой лев. Его глаза снова заиграли живостью, и он начал показывать признаки любопытства к окружающим предметам и местам, которые он ранее не замечал. Он нюхал каждый угол, трогал камни лапами и пытался понять, как работают новые правила жизни в этом загоне. Ветеринарная команда проводила дополнительные обследования, чтобы подтвердить, что все стабильно и не возникает скрытых проблем, которые могли бы задержать возвращение в дикую природу. После серии финальных обследований ветеринары проверили все жизненно важные показатели и не обнаружили осложнений. Результаты были замечательны, и их можно было считать свидетельством готовности львенка к возвращению в дикую природу. Команда приняла решение отправиться на поиски Прайда и вернуть львенка семье, которой он принадлежал по своей природе и по своей истории. После нескольких часов пути через саванну, недалеко от места, где львенок был найден, патруль, двигавшийся по маршруту, заметил прайд львов и остановился на безопасном расстоянии. Они следили за тем, как животные свободно перемещаются по ландшафту, взрослые львы, львицы и их молодое потомство – все они вместе вцепленные в жизнь своей колы, и в это мгновение все стало ясно. Львенок нашел родную семью. Когда львенок был выпущен на волю, одна из львиц, мать из прайда, отделилась от группы и направилась к нему. Ее шаги были уверенными и размеренными, и каждое ее движение говорило о глубокой привязанности. В этот момент стало очевидно, этот львенок нашел свой дом. Он нашел свою семью, и его семья нашла его. Рожденная связь между ними снова ожила, и в этом моменте можно было увидеть, как смысл жизни на саванне состоит не только в борьбе за выживание, но и в тепле семьи, в связи, которая держит свод жизни вместе, в радости и ответственности,
который приносит родство. Вернувшись к своей среде, молодой лев мог продолжать жить в саванне в своей естественной роли – расти, играть с другими львятами и занимать место внутри прайда, где ему и место. Он еще не достиг полного взросления, но уже имел в себе силу, смелость и ясное понимание жизни в их мире. Мать природа, пусть и не всегда благосклонна к каждому существу, видеть в таких мгновениях нечто большее, чем просто выживание. Она напоминает, что любая жизнь – это история, которая начинается с черного и белого, и однако может быть написана красочным узором взаимной заботы и доверия. Так заканчивается эта история, но саванна продолжает дышать. Каждый день приносит новые сюжеты для жизни и уроки для понимания природы. Львенок стал заметной частью своей семьи, и теперь его путь продолжится среди тени баобабов и светлых ветров, которые сменяют день за днем. Его история не только о выживании, но и о человеческой и животной солидарности, о том, как важна забота, внимание и готовность поддержать друг друга в самых трудных условиях. И в этом смысл и величие жизни на африканской саванне.